Может быть, некоторые боятся действительно, что доктор увидит какой-то нос и там, ой, господи, да как же вы с этим носом-то живете, вам прям кардинально надо менять. Доктор с душой подходит к делу и, знаете, если что-то не болит, то не лечит. Всегда поддерживаю. Зачем тебе, у тебя отличный нос? Ходи с этим шнобелем, ты прекрасна просто. Собрались, нашли себе доктора, никому не говорите. Вы имеете право поехать в санаторий, вы имеете право день-два позаниматься своим здоровьем. Вы имеете себе освободить свое пространство для себя лично, я и мое тело. Доброе утро, уважаемые подписчики нашего канала. 6 утра, мы едем в клинику. У нас сегодня операция, точнее две ринопластики. Мы вам сегодня все покажем, потому что она очень хотела сниматься. Сама сказала, я хочу сниматься для вашего YouTube. Нас долго просить не надо, мы здесь. У нас начинается консультация в 7:30 и анализы, операция будет в 9:30. Так как Стамбул огромный город, уже час едем в клинику. Увидимся в клинике. Итак, мы уже в клинике. Напомню, сегодня у нас две пациентки. Первая пациентка Марина, о которой я вам в самом начале сказала. Марина приезжает на повторную ринопластику. Она доктор-косметолог, которая увидела большое количество носов на своей практике и, спасибо ей, оценила качество турецких носов, поэтому она здесь. И вторая пациентка у нас Светлана, которая тоже будет делать повторную ринопластику, но она до последнего не соглашалась, чтобы мы ее снимали, но вот сейчас сказала, что вроде как готова. Поэтому снимем и одну, и вторую. Сейчас с вами их познакомим. Идемте. Здравствуйте всем, меня зовут Марина, я родом с Беларуси, работаю в Подмосковье, я косметолог. В Турции я, конечно же, не по туризму, меня сюда привела целая история такая жизненная, да, с моим любимым дорогим носиком. Работая в своей сфере косметологом, не видела я ни одного красивого носа в плане, кто делал, и чтобы это было прям так гармонично, красиво. Операции были в основном в странах СНГ. Несколько клиентов мне попались, у которых хорошенькие, аккуратные носики. Я спросила, где вы делали, и дорожка повела в Стамбул. Носики были такие гармоничной формы, то есть они не были одинаковые, но очень подходили каждому вот к лицу, поэтому решила все об этом разузнать. У меня проблема с детства, у меня была травма носа. Я этого не помню, это по рассказам родителей. Собака ударила челюстями, был типа укус даже, да, но больше рана была на лице, на коже, она потом зажила. Искривление перегородки осталось на всю жизнь, и левая ноздря не дышала достаточно долго, уже в сознательном возрасте, так как я сама медик, думаю, нужно идти равнять. Я равняла в Беларуси. Почему в Беларуси? Это было 2 года назад. Это было сентябрь 2021 года. Мы прооперировались. Перегородку вроде как выровняли, но все равно эстетический эффект она, конечно, мне не сделала. Дышать стало лучше, но не прям так идеально, как хочется. В общем, проблемы есть, и хочется другой профиль. Я надеюсь, он получится. Приехала я со своей подругой, она моя коллега, и она мой клиент. У нее также, она мне несколько раз рассказывала про свой нос, и я ей рассказала, что я собираюсь в Турцию, я буду делать свой носик, поехали со мной. Сегодня оперируемся вместе, у нее также будет повторная ринопластика. У нее давнешняя история, еще с подросткового возраста, достаточно травматичная. Травма была и операция тяжелая, поэтому надеемся, сегодня будет такой закрытый гельштадт, как-то говорят по этой ситуации. На просторах Инстаграма я искала и смотрела всех тех, где оперировались мои же клиенты. Вышла Global Medical. И я начала рассматривать, и целую неделю изучала YouTube, Instagram. К сердцу вот залегло. Так как у вас есть единственный сертификат, насколько я поняла, вот этот вот по медицинскому туризму, это тоже один из был плюсов. Потом, после консультации с Оксаной, был выбор докторов. Я прошелестила каждого доктора, вот кто мне откликается, да, кто. Я все-таки считаю, что особенно для вторичной, повторных ринопластик, это должен быть доктор, который, только на носах работает, правда. Не тот, который и живот, и попа, и грудь, и нос в том числе. Может быть, первичную, да, это как-то полегче, но вторичная, они более сложная. Поэтому вот один из докторов мой выбор выпал, потому что он действительно на носах, как на мужских и на женских. А мужские носы, они вообще сложные, у них все толстая кожа и так далее. Так что вот так.
кайф от своего носика, от того, чтобы смотреть на себя и кайфовать. Я очень надеюсь, что так будет. Что он будет дышать, он будет гармоничный к моему лицу, он будет небольшим. Естественно, все мы хотим маленький, аккуратный, юный такой носик. Вот такие ожидания. От наркоза все-таки вот ожидания хочется, чтобы незаметно вошел, незаметно вышел. Вот это самое главное ожидание. Burası geniş. У вас очень широкая спинка носа в этом месте. Я ее вам сделаю тоньше. Это первое. Второе. Кончик вашего носа опустился вниз. Он находится не в нормальном положении. Но в верхней части вашего носа есть лишняя ткань, которую мне надо убрать, чтобы нос выглядел более гармонично. То есть я здесь уберу, кончик носа приподниму, и таким образом вот так вот будет выглядеть ваш нос. Сложность вашего носа заключается в том, что у вас очень много объема верхней части кончика, и таким образом он выглядит не гармонично. Нам нужно там убрать и приподнять. Длина у вас и так маленькая, вы и так его очень сильно уменьшили, поэтому длину я трогать не планирую совершенно. Okay. Так, ну что, как прошел контроль доктора? Хорошо, комфортно, понравилось. Ответил на все вопросы, объяснил, все объяснил, то есть понравилось. Объяснил, где убрать ширину, и ругал предыдущего доктора, почему вот в этом месте не была убрана ширина. Кончик приподнять, то, что мне очень хочется. Обещал сделать гармонично, красиво. И понравилось, сказал, что без разницы. Звезда или обычные пациенты, или это доктор, или еще кто-то, всем делается максимально хорошо. Реаниматолог понравился. Сказал, мы вам сделаем препарат, от которого вы расслабитесь и не будете ничего понимать еще до операционной. Это тоже важно для пациентов. Так что все понравилось. И медсестры классно, особенно респект той, которая ставила катетер. Вот это профи. Я вот ехала и думала, ой, сейчас этот катетер, сейчас вот это вот катетер, вот так не хочу в эту вену, а тут я даже не поняла, более того, рука была в полете. Вот это мне больше всего, что в наших странах это просто недопустимо, а здесь все нормально, руку подержал. В общем, молодцы. Собрались, нашли себе доктора, никому не говорите. Вы имеете право поехать в санаторий, вы имеете право день-два позаниматься своим здоровьем. Вы имеете себе освободить свое пространство для себя лично, я и мое тело. И лучше не спрашивай у мамы, у папы, у мужа, там, у друга, еще у подруги, потому что они все тебе скажут разное мнение, что у тебя все хорошо, зачем тебе тратить деньги, а зачем тебе еще этот наркоз? У тебя все прекрасно, вот вообще прекрасно. Все, легкого выхода из наркоза и будем ждать с красивым результатом. Меня зовут Светлана. Мне было не просто собраться. Меня вдохновила моя подруга Марина. Не просто было, потому что в 1998 году у меня была травма, операция, искривление перегородки и последующая пластическая операция, если это можно было так назвать. И это было для меня очень травматично, потому что хирурги были не совсем не совсем компетентные. И это было связано для меня с очень большими переживаниями. И результат, который я тогда получила, он, мягко говоря, меня сначала шокировал, если честно. Я думала, господи, как же мне жить с таким лицом? Потом, конечно, произошла адаптация, и я приняла себя и сделала для себя такую установку, что внешность, наверное, это не главное. И можно жить, можно принять себя, можно как-то, наверное, найти что-то в этом, какую-то уникальность. И, в общем, могу сказать, что мне это получилось, и последующие 25 лет я себя хорошо чувствовала. Были иногда такие моменты,
когда я думала, что можно как-то, наверное, эстетически что-то улучшить, но у меня всегда жизнь была наполнена какими-то другими событиями, семьей, работой, учебой, работой с людьми. И моя внешность меня устраивала. Вот, благодаря Марине, да, которая мне напомнила, можно постараться сделать что-то покрасивее. Марина, надо сказать, что она врач-косметолог. Ну и к тому же не только косметическая сторона, рекомендации со стороны лор-хирургов, потому что у меня искривление перегородки было, и с возрастом затруднилось дыхание уже. Я решилась на эту операцию. Решилась, и хотя мне это тоже было, это было непросто, потому что я очень переживала из-за той далекой травмы. Во-первых, хочется облегчить дыхание, вот, просто дышать легче, потому что с возрастом я заметила, что я перестала, скажем, качественно высыпаться, да, то есть у меня ночью затруднено в какой-то момент дыхание, и все чаще какая-то головная боль. И это мне рекомендовал сам лор-врач, да, который вот наблюдал меня. Вот. Ну и, конечно же, эстетическая сторона тоже, если можно поправить, почему бы и нет. Как-то решила довериться и сказать, что да, вот все, что вы считаете нужным, то и сделайте. Постоянно была поддержка, постоянно такое ощущение, что попадаешь как в семейную атмосферу. Трансфер сам был организован очень хорошо из аэропорта. В ходе подготовки к операции девочки были на связи, создали группу, все, обменялись документами, да, какие нужно. Мы когда прилетели с Мариной сюда, нас уже здесь ждали. Несмотря на то, что прилетали мы поздно ночью, глубокой ночью, очень вовремя нас встретили, помогли нам заселиться. На утро четко в 7 утра нас ждала машина, которая отвезла нас в клинику. В клинике нам тоже очень понравилось, очень комфортные палаты, медсестры, да, врачи, реаниматолог, да, то есть УЗИ, все на уровне, все очень комфортно, все очень понравилось. Все это очень подбадривает, вдохновляет и помогает оставить какие-то страхи и переживания и довериться в бережные руки профессиональной команды. По дороге Марина посоветовала, говорит, спроси у доктора, может быть, имеет смысл сделать блефаропластику сразу, да, там подтяжку опущенной кожи век. Я с этим вопросом обратилась к доктору, но доктор сказал, что вам пока что не нужно, потому что будут видны шрамики. Вот, и если что-то делать, то в течение 5 лет, то есть не раньше, и то какая-то щадящая такая технология. Поэтому вот, тоже показывает, что доктор с душой подходит к делу, и, знаете, если что-то не болит, то не лечит. Тоже очень, очень приятно, то, что очень вдохновляет, видит сильные стороны твоего лица, да, то есть это такой взгляд художника, который видит уже хорошее и что-то, что улучшит. Да, то есть это вот, может быть, некоторые боятся действительно, что доктор увидит какой-то нос и скажет: ой, господи, да как же вы с этим носом-то живете, вам там прям кардинально надо менять. Здесь он у вас уберет ширину носа. В этом месте у вас достаточно широкий нос, поэтому здесь я вам его сделаю тоньше, приподниму кончик и чуть-чуть уменьшу нос. На самом деле я уже привыкла с таким носом, мне вот только вот этот вот купол. Ну что, наши консультации закончены. Марина идет первая на операцию. Ее уже забрали. Ее операция будет длиться около 2, может быть, 2,5 часа, потому что доктор говорит, что у нее достаточно сложный нос, хотя внешне кажется, что не такой он и сложный. Все, что мы будем ей делать, мы вам показали, поэтому остается только ждать. Марина очень позитивно настроена. Доктор, кстати, тоже очень позитивно настроил. Говорит: сделаю вам нос, будете привозить мне пациентов. Потому что девочки, которым мы делаем операцию, они, конечно же, являются нашим лицом, нашей рекламой, и потом уже советуют нас своим подружкам, знакомым, клиентам, и тем людям, которым нужен совет по поводу доктора в Турции. Следующую мы будем забирать на операцию Светлану. Ее операция где-то через 3 часа, поэтому она просто сейчас сидит в палате, скучает. Поехали смотреть фотографии после операции. Окей. Окей, да. Пришла в себя. Вот сейчас любуюсь и понимаю, что не зря прилетела, не зря приехала.
И очень приятно вот на это смотреть. Рассталась навсегда с тем прошлым носом. Пусть будет вот такой. Боли никакой нету. Был даже дискомфорт, наверное, больше в глазах, потому что чем-то они там заливают кремом защитным. И вот такой небольшой дискомфорт. А в целом все. Встаешь, ничего не кружится. Все нормально, боли никакой нету, сонливости особо нет. Так что бояться вот наркоза точно не нужно. Каждый раз необходимо вот так вот буквально держать кончик носа и нажимать на 1-2 минутки. Немного нужно надавливать, вы будете чувствовать хрящ, будете чувствовать кость, но вот так вот надо надавливать. Чуть-чуть будет больно, но такой массаж необходимо делать. Окей. Тушики продарим.